Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Стрелец. И наш сегодняшний таро-прогноз, он на вторую половину месяца марта. Уже с 15 числа и до конца месяца, до 31 марта. Давайте посмотрим, что же стрельцов ожидает, какие карты вам сегодня попадают. У меня сегодня таро иллюминатов, одна колода. Мы не будем брать дополнительную колоду, мы делаем расклад на одной колоде. Надеюсь, большинству из вас такой расклад, такой формат видео нравится. Пишите ваши отзывы, ваши комментарии оставляйте. Мне очень приятно всегда знать, что вы смотрите, что мои расклады перекликаются с вашей конкретной ситуацией, с вашей историей. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у представителей знака Стрелец вторая половина марта. Начинаем мы с десятки пентаклей, карта долгосрочной стабильности, безопасности, какой-то финансовой, материальной стабильности и безопасности, которая достигается благодаря какому-то усилию, труду, вложенному собственно, в эту безопасность. Вам как будто не нужно беспокоиться о будущем. Может карта касаться материальных вопросов, работы, не знаю, вашей профессии, может быть, каких-то личных отношений. Здесь изображена семья, но в целом это ощущение и чувство стабильности, той основательности, которая у вас есть благодаря тому труду, который вы вложили, собственно, чтобы это иметь. В любом случае карта очень-очень хорошая. Дальше у нас еще одна десятка, но десятка уже мечей. Десятка мечей, она показывает какой-то финал, да, в каком-то процессе. Завершение или окончание какого-то цикла, может быть, какого-то сложного цикла. У кого-то из вас может возникнуть чувство, что вами воспользовались или предали, или подставили. Сейчас посмотрим, как эти карты сочетаются, потому что пока что они немножечко противоречат друг другу. Но здесь вот, может быть, знаете, есть какая-то ситуация, где вам просто надоело что-то делать, да, и вы от этого устали. То есть чувство истощения и стресса от того, что вот вы устали от каких-то бытовых вопросов, бытовых задач, возможно, и так, или какой-то работы. А дальше есть туз жезлов. Туз жезлов, туз страсти, нового начала. Может быть, начало какого-то важного дела для вас. То есть какой-то хороший старт, который у вас здесь начинается и дает начало новому пути. То есть здесь очень много желания, очень много страсти, очень много энтузиазма, которое вы проявляете. И после пережитой десятки мечей, да, возможно, это действительно карта такого хорошего, здесь такой искры, которая у вас появляется, понимание, что нужно что-то изменить, потому что по этой десятке мечей, которая показывает вам какую-то ошибку или вот какую-то неприятность, какую-то вот стрессовую ситуацию, вам хочется каких-то перемен значимых, каких-то изменений серьезных, и по тузу жезлов, скорее всего, у вас это есть, как вспышка, как пламя, страсть, вот, собственно, которую дает этот туз жезлов. В любом случае, очень хорошая карта. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Карта двойка кубков. Карта двойка кубков. Карта, показывающая пару. Да, пара, парные отношения, возможно, какие-то вопросы, касающиеся вашей второй половинки. Вы можете быть здесь сосредоточены, сфокусированы в этом остатки месяца на вашей второй половинке или на вашем ребенке, или на вашем друге, то есть на ком-то, кто для вас как считается родственной душой или человеком, которого вы очень хорошо понимаете, чувствуете. То есть какая-то кармическая ситуация, кармические отношения, кто-то, кого вы чувствуете очень близким для себя, и вот эта вот энергия связи, которая у вас есть, вот вы сосредоточены на этой сфере жизни. Либо она оказывает на вас очень сильное, значительное, глубокое влияние, собственно, в этом остатке месяца. Может быть, вашим отношениям нужна какая-то перезагрузка или движение в другом направлении, потому что здесь была десятка мечей. Может быть, что-то нужно поменять, что-то, может быть, не складывалось так, как вам хотелось. Но здесь есть возможность проявить эту страсть, начать что-то по-другому, по-новому, сначала, да, что-то изменить. Давайте посмотрим, что здесь есть. Есть семерка жезлов рядышком с двойкой кубков. Она у вас выпадает. И двойка жезлов — карта планирования, карта каких-то планов, которые вы видите впереди, в будущем, но при этом нужно приложить усилия. То есть поработать над чем-то, решить какие-то сложные, спорные вопросы или ситуации, которые у вас возникают, соответственно, на вашем пути, для того, чтобы, ну, знаете, какие-то вопросы парные здесь решить.
Здесь для многих из вас чаще все-таки здесь речь идет о романтических отношениях, да, но также здесь могут быть и платонические отношения, дружеские отношения между двумя просто очень близкими людьми. И, может быть, здесь, вот знаете, какие-то вопросы вы решаете с этим человеком, и может быть, вы как-то здесь влияете друг на друга, чему-то учите друг другу. Может быть, вы как-то позволяете друг другу развиваться, соответственно, лучше как личность, если вы решаете какие-то вопросы между вами, которые возникают. Но в любом случае здесь есть ощущение, что вот какому-то циклу приходит конец. Да, хоть это и общий расклад, это не личный расклад, но какой-то цикл подходит к завершению, и вот что-то будет меняться в этих отношениях, что-то будет сильно меняться вот в этой ситуации, которая в вашей паре, собственно, здесь в этой двойке кубков имеется. То есть вам нужно будет здесь что-то поменять, да, и этот период, он как раз для этого вам и создан. Давайте посмотрим, что здесь еще есть у вас. Есть карта семерка кубков, есть карта правосудия, карта справедливости. А здесь, в принципе, да, по этой карте можно говорить о том, что вам нужно будет о чем-то договориться, возможно, по правосудию, решить какие-то спорные для себя вопросы, какие-то вопросы, которые нерешенные и которые нужно обсудить. Возможно, в чем-то вы требуете ответственности, честности у этого человека. По карте правосудия. Здесь, может быть, и так как все-таки здесь есть еще и семерка кубков, есть очень много вот размышлений о каких-то вариантах, возможностях, которые вам здесь даются, о том, какое решение лучше принять. И двойка жезлов, она тоже об этом. То есть вы рассматриваете какие-то варианты, которые у вас есть, думаете, как лучше поступить, то есть различные пути, различные способы. И думаете, что именно вы хотите получить в итоге. Да? То есть, что именно вы планируете получить по факту в результате вместе с этой семеркой кубков. Карта правосудия, обсудить какие-то вопросы. Карта страшный суд, карта переворота абсолютного в вашей жизни. То есть один цикл завершается, начинается новый период, новый этап, как завершение одной эпохи, начало новой, или завершение одной главы, начало новой главы жизни, или главы жизни в ваших отношениях. И по карте страшный суд, может быть, что-то здесь полностью меняется в ваших взглядах, в вашем отношении, то есть что чему-то приходит конец. Либо по карте правосудия, вот вы здесь обсуждаете какие-то между вами спорные моменты, но при этом как будто возрождаетесь, воскрешаете эти отношения. Может быть, даже у кого-то возвращается кто-то в вашу жизнь, да, в ваших отношениях, кто-то, кого вы считали утерянным, или кто доставил вам много стресса, много боли, много каких-то переживаний. Этот человек может появиться снова в вашей жизни, кстати, у кого были какие-то расставания в ближайшем прошлом. Может быть и так, и по семерке жезлов вы, может быть, не сразу этого человека подпускаете к себе, потому что есть очень много такого противостояния, и очень много вариантов рассматриваете по двойке жезлов, то есть интересуетесь какими-то возможностями, которые у вас здесь появляются с вот этой вот ситуацией восстановления отношений, да, с таким человеком, возможно, если кто-то из бывших к вам возвращается. Тут же есть карта колесница и карта солнца. Карта колесница — движение в направлении, которое вас устраивает, то есть какой-то хороший рывок вперед, может быть, даже поездка или что-то связанное будет с транспортом, либо просто прогресс, рывок. То есть вы преодолеваете какой-то завершающий этап и начинаете новый путь. Для этого у вас много искры, огня. И по карте Солнца вы ясно, четко видите ситуацию. Да, вы можете здесь куда-то ехать, вы можете здесь развеять какую-то такую вот скуку, в конце концов, немножечко развеяться, где-то попутешествовать по карте Солнца. Вам это доставит много радости, какого-то оптимизма, счастья. Опять-таки, очень хорошая такая процветание карта. Давайте посмотрим еще карта влюбленная. Опять-таки, акцент на отношения и на выбор, потому что есть двойка мечей, двойка чаш. Карта влюбленная — это выбор. Выбор, который перед вами здесь есть. То есть вам нужно принять решение, вам нужно принимать решение
решение делать выбор, который повлияет на вторую половинку, на вашу, может быть, на вот эти партнерские отношения. То есть вы принимаете решение, и оно влияет не только на вас. То есть вы должны принимать решение достаточно ответственно, и чтобы оно соответствовало вашим ценностям, вашей морали, вашему сердцу, тому, как вы чувствуете, чтобы это было искреннее решение, действительно такое, как вы считаете правильным поступить. И по двойке мечей, да, возможно, вам будет не совсем просто это решение принять, потому что вот вы по двойке мечей будете много сомневаться, делать какой-то шаг или нет, сделать такой выбор или иной. То есть вот здесь вот очень много будет каких-то сомнений и внутренней борьбы с собой, как лучше поступить, сделать шаг навстречу или не сделать, если это возвращение кого-то из ваших бывших, сделать шаг навстречу этому человеку, согласиться с тем, что нужно эти отношения, попробовать восстановить, реанимировать, или не стоит этого делать. То есть вот какие-то такие колебания у вас здесь тоже могут присутствовать. Итак, дорогие мои стрельцы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на вторую половину месяца марта я завершаю. В целом расклад очень-очень позитивный. С этим я вас поздравляю. Желаю всем всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.